И так, собственно, здоровенькие булы, и это очередное видео о PlayStation 2. Да-да, не удивляйтесь, это уже 4-е или 5-е видео на основном канале об этих консолях. Плюс еще столько же, наверное, на дополнительном. И раньше, конечно, до какого-то момента я даже не представлял, что у меня когда-то будет целая серия роликов о консолях. Ну, начиная с 2016 года, когда я впервые купил PlayStation 2, на тот момент фатку, с целью подарить ее племяннику, мне, собственно, пришлось начать в этом всем разбираться. И со временем это даже немножко затянуло. Примерно тогда же, с целью перепродажи, я купил вот эти 3 слимки одним лотом, которые из-за неукомплектованности и некоторых мелких проблем продавались всего за 1000 рублей, но при этом вроде как были рабочими. В итоге, правда, оказалось, что у 2 из них не было кулеров, они были просто выдраны с разъемом. Одна из этих же 2 вообще не включалась, но, как оказалось, у нее просто сгорел предохранитель из-за пережеванного шлейфа кнопки включения. Ну а 9000-я просто была не чипована, а, как известно, без чипа на нее не ставится FreeMC-пут, что делает ее бесполезной. Тем не менее, мне удалось в итоге и шлейф с предохранителем починить, о чем было видео на дополнительном канале, и кулера заменить, и даже 9000-ю я с горем пополам прочиповал. Об этом будет отдельное видео на этом же канале. Так что теперь они абсолютно рабочие, и они как раз стали объектом экспериментов для одного проекта, который пришел мне в голову еще в самом начале, и о нем-то, собственно, и будет сегодняшнее видео. В чем же его суть? Сразу как я узнал про FreeMC-Boot и OPL, которые позволяют запускать игры с USB-носителей, с внутреннего жесткого диска, но это только для фатки, и по сети, а значит со всяких NAS серверов, я подумал, а что если есть миниатюрные NAS сервера, где в качестве хранилища использовалась бы флешка, а сама аппаратная часть там в принципе не должна быть большой. То есть суть идеи была в том, что у слимок-то нет аналогичного по скорости и автономности способа запуска игр, как у фаток. То есть у нее либо медленный вариант с USB, либо не особо автономный вариант с ПК, который всегда должен быть рядом и включен. Да, можно, конечно, еще припаять жесткий диск напрямую к плате, но если делать это полностью вручную, то это очень сложно. А если делать с помощью специального адаптера, то очень дорого. Я уж молчу о том, что этот способ подходит только для 7000-х моделей. Так что я начал гуглить, а существуют ли такие миниатюрные NAS-сервера, и довольно быстро нашел на Алике что-то типа вот этого. Но тогда это был NEX VT3020, который я так и не купил, потому что у меня тогда не было времени всем этим заниматься. А когда время пришло, он уже исчез из продажи. Но, собственно, ему на замену пришел вот этот GL-Inet 6416, примерно за те же 1300 рублей. И, собственно, это миниатюрный роутер с платкой всего лишь 5 на 5 см, работающий на OpenVRT операционке, основанной, естественно, на Linux. И самое главное, с поддержкой SMB, позволяющего создать то самое сетевое хранилище, к которому мы сможем подключать PS2. По скорости это самый лучший способ для слимок, плюс с ним она остается независимой от ПК. Ну и наконец это дешево. Среди высокоскоростных способов это вообще возможно самый дешевый. И ближе к концу ролика я расскажу, как можно его еще значительно удешевить. И прежде чем перейти уже к настройке, небольшая история моих взаимоотношений, скажем так, с этой штукой. Месяца 3 назад я начал в ней разбираться и настраивать, поначалу даже без гайдов, поскольку эта идея мне пришла сама, я ничего не читал об этом и даже не знал, делал ли так кто-то. Просто был уверен, что это должно работать. В итоге оказалось, что способ этот уже давно открыт, хотя гайды были только на английском, и просидев пару дней, я таки смог все настроить. Работало все очень хорошо, хотя некоторые моменты меня немного смущали. Например, роутер довольно сильно грелся, даже сквозь довольно толстый пластик. Также не было нормальной поддержки NTFC, то есть не было горячей замены, плюс NTFC флешки в прошивке отображались как-то коряво, хотя так-то все работало. Однако в поисках лучшего варианта я решил попробовать другие прошивки для роутера и допрошивался, что он превратился в кирпич.
Я, конечно, понимал, что его можно восстановить с помощью недорогого USB-программатора, который, собственно, недолго думая и купил. С ним, правда, тоже пришлось провозиться несколько вечеров, но в итоге я таки его восстановил, поставив прошивку с официального сайта OpenWRT, о чем тоже есть видео на Adobe-канале. И, как ни странно, я на это вообще даже не рассчитывал. Я хотел хотя бы просто его восстановить, чтобы на мусорку 1300 рублей не выкидывать. Но он стал работать даже лучше, то есть он теперь вообще не греется абсолютно. Он стал запускаться заметно быстрее, и NTFC он теперь поддерживает полноценно и сразу, то есть не нужно для этого ничего отдельно настраивать. Как я понял уже сейчас, окирпичился он из-за того, что я перепрошивал его через веб-интерфейс, а нужно было это делать через U-Boot. Тогда вполне возможно никаких проблем и не было бы. Но тем не менее вам его перепрошивать я советовать не стану, потому что это всегда риск. А со стоковой прошивкой пускай не так четко, но тоже все нормально работает. Итак, в этом гайде я буду использовать, как уже наверное понятно, роутер GL6416. Ссылка на него будет в описании, он до сих пор продается на AliExpress. И чтобы у вас точно все получилось, я рекомендую использовать именно его. Хотя по идее, конечно, пойдет любой аналогичный с подобными характеристиками. В том числе уже упомянутый VT3020, у TP-Link есть похожие модели и так далее. Ну что ж, приступаем к настройке. Запитываем его по micro-USB, с компьютером соединяем через LAN-порт, а в WAN-порт вставляем кабель интернета, который нужен будет, скоро поймете зачем. Подождав секунд 10, пока роутер включится, переходим по этому адресу и попадаем в прошивку, где для начала нам нужно задать пароль в виде 8 единиц. Далее вся настройка будет выполняться через программу WinSCP. Ссылка на нее будет в описании, также там будет ссылка на текстовую версию этого гайда, откуда вы сможете копировать все необходимые команды для их дальнейшего использования в этой программе, которую мы как раз сейчас открываем, и введя все необходимые данные подключаемся к роутеру. Кстати, на стоковой прошивке у меня почему-то WinSCP просто так не подключалась к роутеру. Нужно было перед этим зайти в System, Administration и нажать Save and Apply. Только после этого подключение происходило. Не знаю почему так, но возможно у вас будет так же. Итак, первый пункт настройки, для которого и нужен интернет-кабель, это установка необходимых модулей прошивки, часть из которых у вас возможно уже будет, но в таком случае они просто обновятся. Открываем терминал, вводим в него такую команду и нажимаем «Выполнить». Процесс может занять некоторое время и важно дождаться его полного завершения, после чего перезагрузить роутер. Далее снова подключаемся к роутеру, переходим в Etc, Config и открываем файл Network, в котором ниже строки Config Interface LAN вставляем вот этот код и, конечно же, сохраняем. Здесь же открываем файл fstab и в самый конец вставляем вот такой код. Далее выполняем такую команду, которая создаст специальную папку в файловой системе прошивки, где та будет размещать наш USB накопитель. Далее все в той же директории открываем файл Samba, в самый конец которого вставляем такой вот код. Теперь переходим в Etc, Samba и открываем smb-conf-template, где меняем значение параметра useSendFile с Yes на No, что немного ускорит скорость передачи. Далее переходим в Etc init-d и открываем файл Samba, где в начало последних 4 или, как у меня, 5 строк ставим решетку, чтобы получилось вот так. Это отключит NetBIOS, сэкономив немного памяти и вычислительной мощности. Далее в этой же директории открываем файл Network и меняем третью строку со Start 20 на Start 65, а ниже строки Start Device вставляем Sleep 1. Затем выполняем следующую команду, что задержит запуск сети до момента запуска сервера Samba, помогая избежать ошибки SMB300 в OPL. Ну и последний пункт, который в моем случае после перепрошивки уже не нужен, и я все же допускаю, что вам китайцы тоже могут поставить какую-то другую прошивку, где этот пункт будет лишним. Поэтому, чтобы удостовериться, зайдите в раздел Mount Points в OpenWRT и попробуйте несколько раз вставить и вытащить NTFS в флешку, естественно после каждого действия перезагружая страницу. Если у вас, так же как и у меня теперь, правильно отображается и ее формат, и она закономерно то исчезает, когда вы ее извлекаете, то появляется, когда снова вставляете, значит для вас настройка роутера завершена, просто перезагрузите его и все. А если же нет, то выполняем последний пункт настройки.
Для этого все в той же директории, на которой мы остановились, etc init.d, создаем новый файл с именем mount.ntfs и вставляем в него вот этот код. Также, конечно, этому файлу нужно задать соответствующие права доступа, по аналогии со всеми остальными файлами. Далее выполняем такую команду, которая превратит этот файл в скрипт. И, наконец, последняя команда включит этот скрипт в автозагрузку. На этом все. Также перезагружаем роутер и переходим к настройкам самой консоли. Проще и быстрее ее настроить, просто перекинув конфигурационные файлы с флешки, а не вводя все нужные данные через OPL. Тем более, чтобы настроить PopStarter, эмулятор PS1, нам все равно нужно будет переносить файлы. Так что скачивайте мой архив со всеми необходимыми файлами, разархивируйте его и скопируйте все на флешку, отформатированную FAT32, ну и вставьте в консоль. Теперь в ней открываем файловый браузер, он же uLauncher, идем в раздел Mass, то есть флешку, и сперва перенесем файлы из папки OPL. Выделяем их с помощью крестика, затем открываем контекстное меню, нажав R1, и здесь нажимаем «Копировать», после чего в правом верхнем углу должен появиться зеленый индикатор. Теперь возвращаемся в самый верх и переходим на карту памяти. В моем случае это MC0, то есть первый слот. Здесь ищем папку OPL, заходим в нее и вставляем эти файлы. Далее возвращаемся к флешке, копируем папку PopStarter и вставляем ее в корень карты памяти. Вот и все, теперь и OPL, и PopStarter будут видеть наше SMB хранилище с играми, которые, конечно, нужно еще правильно организовать. Форматируем флешку в любую файловую систему, желательно более быструю NTFS. И далее, вместо того, чтобы делать все вручную, воспользуемся OPL менеджером, который сам создаст все необходимые папки и переименует игры в соответствии с требованиями OPL. Итак, открываем эту программку, в ней по умолчанию стоит нужный режим, но она, конечно, не знает, какой диск использовать. Поэтому выбираем заранее подготовленную флешку и соглашаемся с созданием структуры папок. Теперь вернемся в проводник, чтобы перенести на флешку все необходимые игры. Образы PS2 закидываем в папку DVD, а образы PS1 в папку Pops. Но тут не так все просто. Помимо игр сюда еще нужно закинуть файлы эмулятора. Копируем их из соответствующей папки моего архива и перекидываем в такую же папку на флешке. Ну и сами образы PS1 игр нужно еще конвертировать. Для этого берем файлы с расширением QE и перетаскиваем их на программу QE2 Pops, которая переведет их в нужный формат VCD. Делаем так со всеми играми, после чего старые образы удаляем. Также важно, чтобы имена образов были не больше 20 символов. Возвращаемся в OPL менеджер, который скорее всего будет ругаться на различные проблемы. Либо на неправильный формат имени, либо на отсутствие идентификатора игры. Для исправления неправильных имен PS1 игр выделяем любую из них, нажимаем большую зеленую кнопку, выбираем режим Network и жмем Start, после чего все PS1 игры будут переименованы. Исправление PS2 игр происходит аналогично. Выделяем любую, нажимаем «Конвертировать», в открывшемся окне выделяем все, что есть, и жмем «Конвертировать» и «Переименовать». Остается игра, у которой идентификатор почему-то прочитать вообще не удалось. Такие игры придется переименовывать вручную. По названию игры находим ее идентификатор, например на сайте PKSX2, и вставляем его в начало имени образа, чтобы получилось вот так. Кстати, игры с одинаковыми идентификаторами, типа вот этой, лучше тоже переименовывать, чтобы к ним можно было привязать обложки и настройки. Ну и все, последнюю игру исправили, обновляем список в OPL менеджере и больше никаких ошибок не наблюдаем. Теперь мы можем добавить к играм обложки, чтобы список игр в OPL выглядел красивей. Можем задать настройки запуска для каждой игры, чтобы исправить какие-то проблемы. Узнать, нужны ли конкретной игре особые режимы запуска и какие именно, можно с помощью списка совместимости. Для PS1 игр настройки запуска тоже могут понадобиться. Добавляются они здесь через редактор читов, и узнать об их необходимости можно также в соответствующем списке совместимости. Естественно, это далеко не все настройки, но, пожалуй, самые важные, о которых нужно знать. Так что настраиваем все в соответствии со своими играми и включаем уже консоль. Подключаем все таким вот образом. Питание к одному из USB портов, Ethernet и флешку. Ну и запускаем. Идем сразу в OPL, в моем случае он загружается довольно быстро и без ошибок.
Но на стоковой прошивке может даже и не загрузиться сразу. Тогда идем в Network Config и пробуем нажимать Reconnect. Далее насчет горячей замены. С FAT32 флешками она будет работать везде, но вот с NTFC на стоковой прошивке при каждом перевтыкании флешки роутер приходилось перезагружать, чтобы он ее увидел. А в случае, если он запитан от самой PS2, ее нужно выключить и снова включить. Сейчас же с новой прошивкой ничего этого не требуется. Единственная особенность, что как после извлечения, так и после вставки флешки нужно нажимать Reconnect. Не знаю почему так, но как я понимаю, это особенность работы самого OPL в режиме SMB. Ну что ж, почти все нюансы обсудили. Единственное, что еще хотелось бы добавить, то что начал я тесты со старой, как оказалось, версии OPL. Поскольку качал поначалу все с сайта PSX Core, где последняя версия имеет ревизию 971. И я поначалу еще удивлялся, а почему некоторые игры, типа GTA San Andreas, постоянно вылетают. Думал, может быть из-за того, что пиратка, но нет, пробовал разные версии, в том числе оригинальную, везде вылетает. А потом обратил внимание то, что эта версия OPL была выложена почти 3 года назад. В итоге нашел официальную страницу, где новые билды выходят почти каждый день. Скачал самый последний и обновил его у себя на карте памяти. И вуаля, и GTA перестала вылетать, и даже скорость чтения во всех режимах немного выросла. И как раз к наглядной демонстрации скоростей во всех режимах и на разных версиях OPL мы сейчас и переходим. Итак, старая версия OPL и игра Arctic Age. SMB режим сразу начинает вырываться вперед. Здесь уже начала грузиться игра, а в USB режиме все еще ладен конфиг. Вот в SMB режиме уже загрузилась игра, а в USB, считай, только появилась загрузка. Ну и в итоге USB режим оказался на целых 70% медленней. Далее игра Rule of Rose и все еще старая версия OPL. Ролик очень сильно заикается, и где-то в середине он просто виснет намертво. Теперь та же версия OPL, но SMB режим, и в нем уже нет абсолютно никаких проблем, ни заиканий, ни вылетов. Ну и наконец новая версия OPL и, как ни странно, USB режим, в котором скорость стала ощутимо выше. По крайней мере именно в этой игре заикания появляются только в самом конце, да и то небольшие. My name is Joshua. I will serve you, princess.
Но, к сожалению, не все так здорово, и в абсолютном большинстве игр CGI-ролики по-прежнему заикаются. И эта игра еще далеко не худший пример. Поставленный перед выбором либо поправить порочной и слабеющей империей, либо сделать вызов судьбе в надежде на другой шанс. Поставленный перед выбором либо править порочной и слабеющей империей, либо сделать вызов судьбе в надежде на другой шанс. Большинство людей думают, что время подобно рекам. Большинство людей думают, что время подобно рекам, которые быстро текут в разных направлениях. Но мне пришлось узнать о времени нечто большее. И я могу с уверенностью сказать вам, что время — это океан во время шторма. Так, ну и давайте посмотрим еще на несколько игр, теперь уже вживую, скажем так. Сразу будет 4 игры, чтобы не затягивать время. Вот. И из PS2 игр я проверил достаточно много, потому что у меня уже было скачано на компьютере около 30, наверное, штук. И я еще дополнительно штук 5-10, наверное, скачал. И в целом, да, некоторые игры требовали действительно особые настройки запуска, но при этом в итоге ни одной игры, которая бы не запускалась, не было. То есть они все запускаются, все играются. Да, конечно, качество у меня просто хуже не придумаешь, потому что и способ подключения самый нищенский, то есть дешевый китайский композитный кабель, и карта захвата тоже самая нищенская, опять-таки EasyCap с Алиэкспресса. Вот, с нормальным кабелем компонентным и при прямом подключении там можно еще и разрешение принудительно выставить как минимум 480p. А в некоторых случаях даже 572p, и картинка будет действительно неплохая. Вот. Но в моем случае как бы пока что только так. В будущем, возможно, конечно, сделаю получше, но опять-таки для этого нужны деньги. Вот. Ну и собственно тут из игр это Айко, одна из моих любимейших PS2 игр. Вот. Крайне приятная, ламповая такая игра. Вот. Также Принц Персии первая часть, и из песчаной трилогии это, пожалуй, моя любимая. Хотя вторая тоже неплохая, но она какая-то уже слишком мрачная, я бы сказал даже депрессивная. После светлой, такой доброй, ламповой первой части ее прям реально сложно воспринимать, скажем так. Вот. Хотя в принципе вторая мне, конечно, тоже нравится. Ну и тут тоже я вот немножко прошел, и проблем вообще никаких. Единственное, перевод на PS2 нет нормального перевода. Я не понимаю, почему с ПК-версии, где хороший дублированный перевод профессиональный, не перекинули озвучку сюда вот. Вот. Также Resident 4, ну тут я не знаю даже что о нем сказать. Эта игра, скажем так, не нуждается в комментариях. Я ее в свое время прошел, наверное, раз 6. Вот. Хотя это в принципе не рекорд. Третью часть я проходил вообще раз 15, наверное. Вот. Ну и Total Overdose, один из многочисленных клонов GTA 2005 года. Я его проходил еще до того, как у меня появился свой комп. Тогда, конечно, я просто оторваться не мог от этой игры. Интересная такая смесь GTA, Макса Пейна, плюс еще и, наверное, того же Принц Перси. То есть тут и акробатика, и замедление времени. Реально очень драйвовая такая игра. Вот, возможно, как-нибудь ее на стриме поиграю. Ну, в принципе, много чего еще можно будет на стриме поиграть. Я завоюю признание отца не через убийство. Я стану первым, кто найдет сокровище Махараджа и откроет чудеса, которые они скрывают. Вот. Ну и, в общем-то, переходим к играм от PlayStation 1. Вот. Здесь также 4 игры, которые уже были скачаны на флешку. Вот. Здесь, кстати, интересно, во время загрузки, если в PS2 играх просто черный экран, то здесь вот такая вот системная, скажем так, информация. То есть показывается, что конкретно сейчас происходит, что грузится и так далее. Вот. И, кстати, с PS1 играми не так уже все гладко. То есть из PS1 игр я протестил буквально штук 5. И среди них уже нашлась одна игра, которая не запускалась. Это Tekken 3. Но это и не удивительно, все-таки это эмулятор.
Я, естественно, посмотрел по списку совместимости, думал, может там какие-то настройки нужны, но нет, никаких настроек не нужно, видимо, она просто в SMB режиме не поддерживается. Не знаю, возможно, конечно, я просто из-за того, что пиратка, да, возможно, все-таки какие-то настройки совместимости нужны, то есть я не исключаю, что все-таки даже ее можно как-то запустить, но тем не менее вот так вот. Как минимум большинство игр все-таки точно запускается. Вот. Те, что запустились, тоже не везде все гладко. К примеру, в МГС, наверное, даже это будет заметно, то что когда появляются враги, FPS немножко проседает. Не критично, то есть играть можно, но заметно проседание. То есть такое чувство, что игра с NTSC режима переключилась на PAL режим. Вот. В остальном же, в принципе, проблем нету. Вот, кстати, что еще хотелось бы отметить, то что управление в большинстве PS1 игр, конечно, сверх неудобное. То, что тебе сперва нужно вокруг своей оси повернуться в нужную сторону, и потом, нажимая вверх, бежать, собственно, в эту сторону. Когда я их проходил на ПК через эмулятор, на клавиатуре это еще более-менее как бы можно играть. Но на джойстике, что со стиком, что с крестовиной, это сверх неудобно. И только в МГС этого нету. То есть там нажимаешь вниз, бежишь вниз, нажимаешь влево, бежишь влево и так далее. Вот. Ну и в остальных играх тут, в общем-то, ни подтормаживаний никаких нету. В Резиденте он там бывает по 5-6 врагов сразу в кадре, и тем не менее никаких вообще тормозов нету. Вот. В Silent Hill тоже, несмотря на то, что тут в какой-то степени вообще открытый мир, тем не менее, тоже игра абсолютно не тормозит. Качество, конечно, тут еще хуже. То есть при всех тех уже описанных минусах здесь еще ниже разрешение. И, конечно, вообще ужас. Ну, вот как-то так, в общем. Мне удалось уцелеть. Дай-ка угадаю, это ты сделал, да? Металл еще горячий. Эти охранники стреляли во что-то совсем недавно. С кем же они сражались? Ну что ж, вот такое вот было видео. Русскоязычных гайдов, кстати, на эту тему я не нашел. Есть только англоязычные, и то буквально 2 или 3 штуки. Кстати, именно тот гайд, по которому я все это делал, в нем аж 3 опечатки, то есть именно в отрезках кода, которые там приводятся, там 3 опечатки. То есть если их проигнорировать и сделать все в точности так, то работать, естественно, ничего не будет. Вот. Ну, у меня, естественно, все уже исправлено. Также хотелось бы уточнить еще несколько вопросов. Первый насчет того, что это один из самых дешевых из высокоскоростных способов. Ну, тут, конечно, нужно добавить то, что при этом из автономных способов, потому что можно, конечно, просто кабелем соединить с ПК, и это будет, считай, бесплатно, при этом по скорости, ну, примерно то же самое. Вот. Но это, естественно, не особо-то автономно и как бы не перфекционистично, скажем так. И второй из высокоскоростных способов на слимках это, опять-таки, внутренний жесткий диск. Но это уже очень компромиссно, потому что, во-первых, это уже не бесплатно далеко. Это примерно то же самое по цене, причем это если в самом дешевом варианте, то есть без специального адаптера. Вот. Со специальным адаптером это вообще, наверное, самый дорогой способ получится. Вот. Ну и опять-таки это не универсально, то есть это подходит только для 7000-х слимок. Вот. Ну и последнее, это, в общем-то, фатка с ее внутренним жестким диском. Но это уже как бы отдельная, считай, консоль. То есть, допустим, если у тебя уже есть твоя родная как бы слимка, то что теперь тебе фатку, что ли, покупать специально? Плюс фатка, она сама по себе в среднем стоит дороже. Network адаптер у нее стоит, по-моему, от 900 рублей, это причем китайский. Вот. Ну и жесткий диск тоже там около 1000 будет, так что в итоге это тоже по цене, наверное, один из самых дорогих способов. Вот. Ну и так, из субъективных моментов, то, что фатка, она огромная, ее, если понадобится разбирать, то это сверхгеморройно. Плюс вместе с Network адаптером она уже выглядит достаточно уродливо. В общем, тоже, если говорить чисто про результат, то, конечно, способ неплохой. Но если учитывать все нюансы, то тоже довольно-таки компромиссный.
Ну и второй вопрос касается цены. Как я говорил еще в начале, этот способ можно удешевить, и каким же образом? Первый вариант не намного дешевле, буквально на 100 рублей. И заключается он в том, что на Алиэкспрессе вместо вот такого вот роутера можно купить очень похожий по характеристикам, но немного больше по размерам. Он где-то в 2 или даже в 2,5 раза больше. И из-за этого его, конечно, будет трудно поставить внутрь прямо в саму консоль. То есть его можно будет поставить внутрь только если убрать привод. По-другому вообще никак. Вот. И второй вариант — это просто купить Orange Pi Zero. Она с учетом доставки будет стоить всего лишь 900 рублей примерно. Вместе с кэшбэком, возможно, даже немного дешевле. То есть это уже, если сравнивать с вот этим, на 500 рублей дешевле. А за эти 500 рублей можно купить, например, microSD карту на 64 гигабайта для той же Orange Pi Zero. Вот. Но Orange Pi, она, конечно, уже заметно отличается по железу. То есть там, насколько я понимаю, нету внутренней флеш-памяти. И там не только игры, но даже операционка будет устанавливаться на флешку. Поэтому, как минимум, создание разделов там будет происходить немножко по-другому. Вот. И 7000-ные я бы хотел переделать уже с использованием Orange Pi. При этом и 7000-ные, и в том числе 9000-ную я бы хотел еще доработать, установив этот роутер внутрь консоли. Потому что размеры этого роутера позволяют установить его внутрь. При этом, как я понял уже сейчас, даже таким образом, чтобы не вытаскивать привод. Потому что изначально я думал, что привод по-любому нужно будет вытаскивать. Но потом, когда уже более детально, скажем так, во все это вгляделся, то понял, что в принципе, если выпаять отсюда все разъемы и заменить их на плоские разъемы со шлейфами, то, во-первых, по длине и ширине она сюда точно влазит. Но даже по толщине она получается буквально там 2 или максимум 3 миллиметра. И в принципе, если ее поставить сюда вот на такие короткие пеньки, то она тютелька в тютельку, но должна влезть. Вот. При этом, конечно же, желательно будет немножко модернизировать систему охлаждения. То есть припаять сюда какой-нибудь медный радиатор такой, максимально, насколько это можно, будет массивный. И тогда она точно и перегреваться не будет. И самое главное то, что это будет просто мега-консоль с такими возможностями, при этом в оригинальном корпусе, без какого-либо внешнего колхоза. И даже внутри никакого особо колхоза-то не будет. То есть ничего не пилить, не ломать здесь не надо. При этом даже USB-выход можно будет один из этих USB-выходов от платы самой PS2 отпаять, а USB-выход с роутера припаять к нему. То есть в итоге для того, чтобы заменить флешку, не нужно будет ее разбирать. Если ставить ее на место привода, то, конечно, можно будет просто крышку привода открыть и заменить флешку. Но если ставить ее сюда, то, соответственно, USB выход как-то придется выносить наружу. И способ с подпаиванием его к одному из этих выходов, это, мне кажется, просто наилучший вариант. Вот. Так что еще даже вот эту вот консоль, ее есть куда улучшать. Вот. Но это все, конечно же, во многом будет зависеть от вашего интереса, от вашей поддержки в виде лайков, комментариев, репостов. Ну и желательно, конечно, донатов. По крайней мере, все спонсоры, они будут упомянуты где-нибудь либо в начале следующих роликов, либо в конце. Так что, скажем так, спонсоры забыты не будут. Вот. Ну и, собственно, вот такое вот было видео. Надеюсь, оно для кого-то было интересно, возможно, даже полезно. Ну и на этом все. Покедова.